приветствую. Владею такой точилкой Fiskars для ножей. И вот пришло время ее чистить. Почему-то замечаю, что многие люди боятся разбирать, боятся что-то поломать и так далее. Хотелось бы показать, что все это легко и просто, и нет никаких проблем в пользовании, в очистке вот такой вот точилки. Значит, здесь у нас есть внизу кнопочка, на которую мы нажимаем и выталкиваем внутренний механизм. Вот таким вот образом внутренний механизм выходит. Это оставляем. Тут у нас всего лишь кожух, как видим. Никаких проблем здесь нету. Дальше эта часть распадается на две части. У нас есть нижняя часть с пружинкой и самим точильным камнем, который вот так свободно крутится, и верхняя пластиковая часть, которую мы видим, тут тоже есть грязь, ее тоже надо почистить. Дальше у нас есть камушек, его достаточно легко достать. Надо ухватить за сам камушек, с небольшим усилием его вытащить. Он вытаскивается. Видим, там грязно, камушек немножко грязный, то есть что почистить. То есть, в принципе, мы практически полностью разобрали. То есть полностью это еще вот эту вот пружинку, которая вот таким вот образом ходит в разные стороны, помогает передвигать вот этот внутренний элемент в зависимости от того, как мы точим. Ну, ее я доставать не буду. Тут, видим, в принципе, сильно много грязи нету. Так, теперь начинаем чистить. Я чищу. Здесь у меня вот такое вот чистящее средство для техники. Тряпочка мягкая. Давайте что делаем? Пшикаем сюда. Можно, конечно, пшикнуть туда, но я лучше пшикаю на саму тряпочку. И вытираем, насколько у нас это получается. Не всегда получается вытирать полностью. Нужно каким-то уголком. Ну, все возможно на самом деле. Этим что мы делаем? Вытирая таким образом, мы убираем лишнюю грязь, которая может попасть на наш нож после того, как мы его заточили. Не хотелось бы, чтобы старая грязь, какие-то остатки старого металла с предыдущих ножей попали. То есть я стараюсь от этого избавиться вот таким вот образом. Все достаточно быстро на самом деле чистится. Так, здесь тоже очищаю. Немножко залажу внутрь. И очищаем тоже эту часть. Таким вот макаром влазим. Тут саму часть вот видно даже, что эта часть правая, то есть более узкая, более грязная, потому что большей частью чищу именно ножи, а не топоры. А это как бы для топоров, можно сказать, рассчитано. Так. Раз, два, три. До блеска очищать не требуется, но хорошо было бы просто, чтобы было чистенько, чтобы лишней грязи не было. Все, тут в общем почистили. Теперь немножко протрем камушек. На всякий случай проверяю, нету ли сколов, потому что если есть сколы, то непонятно, каким образом будет проточен нож. Поэтому желательно убедиться, что с камнем все нормально, если вдруг у вас падала точилка или что-то в этом роде. У меня с камнем все хорошо, никаких проблем нет. И последнее, что я делаю перед тем, как собрать, если у меня вот такой вот Multi-Tool Oil, это от Victorinox смазка для камней при точении. Буквально пару капелек выдаю туда, чтобы лучше камень очищался в следующий раз, когда будет происходить заточка. Так, салфеточка. Складываем. Немножко так проходимся, чтобы распределить маслице по всей внутренней поверхности.
Вот видно, мы еще дополнительную грязь на салфеточку забрали, что тоже хорошо. То есть и смазали, и очистили одновременно. Вот. Все, в принципе, все готово. Так. Закрутили. И теперь собираем в обратном порядке. Здесь главное ровненько поставить этот камушек. И немного придавливаем. Раз и два. И он защелкнулся без проблем. Дальше вот эту часть накрываем. Здесь есть вот такие вот выпуклости, которые должны попасть на вот эту часть. То есть если у нас пружинка с левой части, то мы левую выпуклость надеваем на левую. Если у нас пружинка с правой части, то мы начинаем с правой выпуклости. И вот таким вот образом собрали. Вот практически собрано. Теперь придерживаем, вставляем сюда, легонечко нажимаем на вот эту вот кнопочку. Так, и оп, все защелкнулось. Проверяем. Все, в принципе, работающее. Вот такой вот быстрая очистка точилки от Фискарса. Кому было интересно, ставим лайки, подписываемся. Есть вопросы, задавайте, отвечу.